Задолго до мифов о графе Дракуле, задолго до книг и фильмов о вампирах, в одной небольшой деревне на территории современной Хорватии произошло нечто, что пугает до сих пор. Мужчина по имени Юре Гранда умер, но его смерть не стала концом. 16 лет спустя жители деревни утверждали, он вставал из могилы, ходил по ночам и переносил смерть. Это не легенда, это реальный исторический случай, записанный очевидцами в 18 веке. И сейчас ты узнаешь, как все было на самом деле. Устраивайся поудобнее. Эта история мертва, но не забыта. В далеком 18 веке в тихой деревне Кринж на полуострове Истрия, это территория современной Хорватии, жил человек по имени Юре Гранда Алавский. Он был обычным крестьянином, ничем особенно не выделялся среди соседей. Но после его смерти в 1656 году началась череда событий, которые позже войдут в историю как одно из самых ранних свидетельств о вампиризме в Европе. Согласно записям, Юре умер от болезни и был похоронен по христианским обычаям. Однако жители деревни утверждали, что после похорон он стал возвращаться из могилы. Жена Юре рассказывала, что по ночам он приходил к ней домой, молчаливый, бледный, с жестким выражением лица. Тьма крадется сквозь пустые дома, холодный стук разносится ночами. Кто услышит зов из могилы, не проснется больше. Он просто стоял и смотрел. Эти визиты повторялись изо дня в день. Но самое страшное началось позже. Люди утверждали, что когда Юре ночью стучал в чью-то дверь, вскоре в этом доме кто-то умирал. Будь то болезнь или иные причины, но смерти следовали за этим странным стуком. И это пугало всех. Деревенский священник по имени Георг, обеспокоенный происходящим, попытался изгнать зло молитвами и обрядами, но тревожные события продолжались 16 лет. Да, по рассказам 16 лет после смерти Юре не давал покоя деревне. Он словно жил между мирами, напоминая о себе снова и снова. И когда терпение людей окончательно иссякло, было решено, тело Гранда нужно выкопать. Около 1672 года группа мужчин из деревни во главе со священником отправилась на кладбище. Когда они вскрыли могилу, то были шокированы. Тело не разложилось, лицо было румяным, а губы искривлены в зловещей усмешке. Один из мужчин попытался вбить осиновый кол в его грудь, но кол отскочил как от камня. Тогда они решили отрубить голову. Когда топор рассек шею Юре, из тела хлынула кровь, и, как утверждают легенды, оно издало ужасающий крик. С этого момента все странности в деревне прекратились. Что говорит история? Этот случай описал Йохан Вайнхард фон Валварес, австрийский барон, историк и натуралист. В 1689 году он опубликовал труд «Слава герцогства Крайны», где подробно описал легенду о Юре Гранда. Это первое в истории Европы письменное упоминание о человеке, признанном вампиром. История Юре Гранда также уникальна тем, что содержит элементы экзорцизма, вмешательства церкви и коллективного действия. Все это позже станет основой образа вампира в европейской культуре. Сегодня деревня Кринж гордится своим мрачным прошлым. Там можно найти памятные таблички, посвященные Юре Гранда, а его имя упоминается в книгах, научных исследованиях и даже туристических проспектах, как первого задокументированного вампира Европы. История Юре Гранда старая, но она до сих пор вызывает вопросы. Почему люди верили, что он вернулся после смерти? Что они действительно видели? Или это был просто страх, переодетый в образ мертвеца? Люди боятся смерти, но еще больше того, что она может оказаться не концом. Прошло несколько веков, а мы все еще рассказываем эту историю. Значит, он еще с нами. Не как чудовище, а как напоминание. Некоторые страхи переживают даже время.